Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, какие вещи, какие предметы ни в коем случае нельзя класть на постель. А эти вещи не только принесут вам вред, но также принесут безденежье, проблемы с деньгами, а также проблемы со здоровьем. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. И, девочки и мальчики, постарайтесь сделать выводы и так больше не поступать. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите слово «изобилие». Пусть Вселенная приумножит все мыслимые и немыслимые блага в вашей жизни. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень приятно. Итак, давайте с вами начинать. Вы знаете, кровать с давних времен считается уникальным местом, где человек отдыхает и набирается сил. И вы знаете, с далеких времен нашими предками уделялось именно кровати большое внимание. Вы знаете, что все, что нас окружает, наделено своей определенной энергетикой, при этом как положительной, так и отрицательной. Поэтому наши предки со всей серьезностью подходили к вещам, зная, что можно, а что нельзя класть на кровать. Если к этому относиться пренебрежительно, то не удивляйтесь тому, что в вашей жизни присутствует безденежье, болезни, мелкие крупные неприятности. Начинают по поводу и без повода возникать проблемы, которые порой бывает очень трудно разрешить. А все потому, что люди относятся к своей кровати как к мебели, зная, а может и не зная, что кровать своего рода это оберег, это символ домашнего очага и отождествляет собой счастье в семье, гармонию и взаимопонимание. Какие же вещи вампиры категорически нельзя класть на кровать, чтобы не привлечь на свою семью проблемы и беды? Давайте начнем с мягких игрушек. Вот, казалось бы, мягкие игрушки, что в них может быть плохого? Но они все без исключения обладают собственной энергетикой. Чтобы эти игрушки несли только положительную энергетику, за ними нужно тщательно ухаживать, периодически чистить их, если есть возможность мыть под проточной водой, держать их под воздействием солнечных лучей. Очень часто дети со своими мишками, зайками выходят гулять на улицу. Игрушка передается из рук в руки, часто попадая и в руки взрослых людей. И здесь можно только догадываться, какой энергетикой данная игрушка обзаводится во время прогулки. С какой целью кто-то на улице взял ее в руки. Возможно, что уже вместе с ней порция сильного негатива и попала в ваш дом. Еще хуже, что гуляя с ребенком, вы нашли плюшевого мишку и принесли его в свой дом или квартиру, не зная о том, что, возможно, его оставили специально на детской площадке. Иногда случается такое, что, чтобы улучшить свою жизнь, все неприятности переводятся на игрушки. Вот кто возьмет эту игрушку, эту вещь, тот и получает эти неприятности. Когда-то наши предки говорили: не мы на это место положили, не нам с этого места это и брать. Потому что с вами, потом, чтобы с вами не происходили страшные, неприятные вещи, не кладите на свою кровать мягкие игрушки, чтобы потом не думать, почему у вас болит голова, бессонница или нелады на работе. Другое дело, когда это игрушки, которые вы сами купили, и они находятся у вас постоянно в комнате. Это совсем другое дело. Но вот тех игрушек, которые побывали где-то в общественных местах, или, например, у вас маленький ребенок, или внучка, внук, они ходят в детский сад и носят с собой игрушки, не разрешайте, чтобы заносили в то место, где вы спите, где вы отдыхаете. Далее искусственные цветы в доме. Вы знаете, такие цветы в доме также обладают способностью приносить вред живущим в доме, становясь причиной ссор и болезней. Такие цветы не излучают энергию, а поглощают, и поэтому и ощущается упадок сил у домочадцев. В доме присутствует энергетика печали, и такие цветы нельзя держать в доме, а тем более класть на кровать, так как вместо положительных энергий займут только отрицательные, а вместе с ними появится и
множество нежелательных проблем. Помните, когда-то в 90-е годы все почему-то любили покупать искусственные цветы и развешивать по всей квартире, в доме, в прихожей, в гостиной, в спальне, на кухне. Казалось бы, ну красивые же искусственные цветы, отдают зеленью и вроде как уютнее и приятнее. А потом раз, и у человека начинали появляться проблемы с деньгами. И так не все было хорошо. А здесь еще проблемы со здоровьем возникали и так далее, и так далее. Потом, если вы помните, в один момент начали люди избавляться от таких искусственных цветов в доме, потому что люди насытились вот этой пустотой, вот этой энергетикой безденежья, нищеты. И как только люди начали выносить, вот массово, если вы помните этот момент, этот был период, то и у людей начали происходить другие ситуации. Поэтому, если вы хотите заиметь цветы, возьмите, купите комнатные растения, посмотрите, что есть, что бы вы хотели, изучите, как они будут влиять. Бывает так, что вы любите, например, орхидеи, но по энергетике орхидеи вам просто-навсего не подходят. И какие бы вы ни купили орхидеи, какие бы ни были они некрасивые, какие были они бы не шикарные, но они все равно у вас через недельку-другой начинают болеть, чахнуть и умирают. Поэтому обязательно изучайте. Если вы видите, что этот цветок по энергетике вам не подходит, не стремитесь его покупать. Найдите именно то растение, которое, наоборот, вам будет приносить изобилие, достаток и благополучие. Также смотрите, где вы размещаете те или иные растения. Далее, друзья, зеркало. Вы знаете о том, что зеркало обладает способностью накапливать и хранить информацию. И вся эта информация, положительная или негативная, сохраняется в зеркальной памяти. А со временем оно отдает то, что накопило, приумножая его при этом во много раз. Зеркало – это своего рода вампир. Через зеркало осуществляется связь с потусторонним миром. И когда человек смотрится в зеркало, то оно забирает часть его энергии. Здесь большое значение имеет то, какое настроение у данного человека было в этот момент, какие переживания были, здоров ли человек, так как зеркало запоминает все состояния человека. И у зеркала нет такого понимания, это хорошо или это плохо. И чем больше проводится времени перед зеркалом, тем больше энергии оно отбирает на протяжении какого-либо определенного времени. Поэтому в спальне зеркало нужно располагать так, чтобы кровать в нем не отражалась. Иначе спать вы будете плохо, будут кошмары вас замучают, а утром вы будете чувствовать себя неважно. Если у вас есть какие-то проблемы в браке, то зеркало по-своему вмешается в ваши отношения. Если у вас проблемы в отношениях, то зеркало будет впитывать в себя энергетику ссор, споров, скандалов и будет способствовать тому, что вы еще больше будете отдаляться друг от друга. Поэтому лучше его вовсе не иметь в спальне, тогда хороший отдых вам точно обеспечен, да и проблем будет намного меньше. Многие по незнанию кладут зеркало на кровать, пусть даже небольших размеров, но проблемы от такого действия будут большими. Отдав негатив кровати, наполнив ее им, а вы потом ляжете в нее и все это подберете уже на себя, притянув в свою жизнь болезни, неудачи, конфликты, разногласия в семью, которое может в дальнейшем и привести к разводу. Также не кладите на кровать швейные подушечки с воткнутыми в нее иголочками и булавочками. Если вы собрались что-то пошить, сделайте это за столом, сидя на стуле. У иголки за счет ее острия и из-за того, что она из железа, она имеет сильное энергетическое поле. У ушка и иглы создаются потоки сильных энергий, которые запускаются в беспрерывное движение, накапливаясь на кончике иглы, и именно с него направляется и поглощается окружающими энергия, которая может быть как положительной, так и негативной. Булавки обладают аналогичной энергетической силой. Попав на кровать, они очень быстро наполняют вашу жизнь ссорами, сплетнями, конфликтами, внесут в вашу жизнь сумятицу. Если класть эти предметы на кровать, где спят супруги, то это действие может испортить отношения даже между людьми, которые практически не ссорятся, не ругаются, очень дружны и любят друг друга. Между ними просто-навсего возникнет в какой-то момент недопонимание, раздражительность, подозрительность и нетерпимость друг к другу.
Ножницам также не место на вашей кровати, так как этот предмет предвещает изменения в отношениях и долгие разлуки. Иголки, булавки, ножницы хранятся в доме в определенном месте, вдали от чужих глаз. Все это потому, что недоброжелательный человек злым взглядом может наделить ваши предметы негативом, который потом передастся вам, притянув в вашу жизнь, к сожалению, одни неприятности, беды и проблемы. Далее, лекарства ни в коем случае не стоит держать даже рядом с кроватью, не то что на ней. Их стоит держать подальше от нее и не нарушать это правило, чтобы потом не пришлось сильно пожалеть, так как лекарства несут в себе энергию болезней. Если они находятся рядом, вам трудно будет выздороветь. А если на такую постель уляжется еще здоровый человек, то он непременно заболеет. Далее одежда. Вы должны понимать и то, что одежда – это своеобразный оберег, который защищает человека и собирает на себя любое негативное воздействие, так как в обыденной жизни вы бываете в разных местах с хорошей или плохой аурой, вы встречаетесь и с разными людьми, и это могут быть не только добрые люди с положительной энергетикой, но и завистливые, недоброжелательные люди, которые, глядя на вас, например, позавидовали вашей красивой одежде, вашему внешнему виду, и вы попадаете в неприятные ситуации, будь то в транспорте, в магазине, на работе. Все эти негативные энергии впитала одежда, а придя домой, раздеваясь и переодеваясь, вы кладете одежду, в которой пришли с улицы, на кровать. Это категорически нельзя делать. Если это вошло в привычку и повторяется из раза в раз, то не удивляйтесь тому, что у вас начнутся проблемы во всех сферах вашей жизни. Будет недопонимание как со стороны начальства, коллег, так и среди родных людей. Также могут наметиться и ухудшения в финансовых вопросах. К тому же начнет одолевать бессонница, головные боли, появится нервозность. Поэтому избегайте такого отношения к кровати, где вы спите и отдыхаете, дабы ваша одежда не оказывала негативного влияния на кровать, а затем во время сна и, соответственно, на вас. Купив обновку и принеся домой, не стоит ее класть сразу же на кровать. Есть одна народная примета, что это может оказать негативное влияние на ваше здоровье и принесет неприятности, начиная от незначительных до довольно-таки крупных. Это объясняется тем, что кто-то примерял вашу обновку и не купил, но оставил на ней свою энергетику. Опять же возникает вопрос, а какую? Поэтому не стоит рисковать, не кладите новую вещь на кровать. К тому же часто, упаковывая вещь, применяются булавки, и одна из них может при распаковке потеряться, застрять в постели и причинить вам вред, как физический, так и энергетический. Может быть и такое, что тот, кто ее в данную вещь при упаковке воткнул, имел в своей жизни какие-то проблемы и переживания, а вы их все себе просто-навсего заберете. Не стоит класть на кровать и головные уборы. На них, аналогично как и на одежде, может осесть негативная энергия, которую вы принесли с улицы. Вы, например, принесли с работы, транспорта. Особенно это касается шерстяных и меховых изделий. Вы знаете, они очень хорошо способны впитывать негатив, и когда они находятся на кровати у вас, они будут ее подпитывать ним, а вы подберете это все на себя. Когда будете спать, разрушит ваше энергетическое поле и сделает вас подвластными любому злу извне. А если завистливый человек потрогает ваш головной убор, а вы его разместите на спальном месте, то во время сна он сможет отобрать у вас все то, чему он завидует, отдав вам взамен ту пустоту, которая его тревожит и не дает ему спокойно жить. Сейчас очень многие берут с собой в кровать телефоны, ноутбуки, планшеты. Они подолгу находятся на кровати, не задумываясь над тем, что это очень сильные носители различных энергий, так как в них содержится не только недоброжелательная информация, но и негативная, порой страшная и разрушительная. Энергия этих вещей способна внести в жизнь человека разрушительные изменения, безвозвратные. Могут быть психические расстройства, проблемы с суставами, сильные головные боли, страхи, апатия, затяжная депрессия. Избавиться это будет совсем непросто. Запрещается класть на кровати подушку. Подарки от людей, которые ушли из жизни, для них должно быть отведено определенное место. Если в семье случилось несчастье и кто-то погиб, то фотографиям, подаркам, ценным вещам этого человека
тоже не место на кровати. Эти вещи несут в себе уже энергетику потерь, печали, слез. Если не придерживаться советов, то можно притянуть в свою жизнь серьезные проблемы со здоровьем и тем самым перекрыть доступ к светлым энергиям. Они перестанут к вам поступать, а ваше энергетическое поле просто-навсего ослабнет. Это ничего хорошего уже не принесет и ни к чему хорошему не приведет. Очень важно, что вы придерживались этих советов, народных примет, бережно относитесь к тому месту, где вы отдыхаете. Почаще зажигайте в спальне ароматические свечи, ведь огонь способен убирать любой негатив. Проветривайте спальню, впуская свежий воздух, вы тем самым наполните ее положительными энергиями. Сон будет спокойным и крепким. И прежде чем лечь, проговаривайте на сон грядущий такие слова: «Вселенная, прошу тебя, мою голову от мыслей тяжелых освободи, пусть сон мой будет крепким, а пробуждение счастливым». Это будет помогать вам видеть во время сна яркие сны, вы будете хорошо отдыхать, а утром, наоборот, ощущать бодрость и приподнятое настроение. Ведь с таким настроем можно покорять любые вершины и добиваться успеха в любых делах и в любых начинаниях. Девочки и мальчики, ставьте лайк этому видео, обязательно напишите в комментариях ваше мнение, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.